Представьте, вы заходите в автосалон, вокруг десятки новинок, но взгляд цепляется за один конкретный кроссовер. И вот вопрос. Что должно быть в машине, чтобы вы без сомнений сказали: «Да, это флагман». Сегодня как раз про такой случай. И в преддверии пекинского автосалона AITA не просто обновляет свой флагман. Они явно дают понять, конкуренция становится жестче, и расслабляться никто не собирается. Речь про обновленный AITA M9, самый дорогой и один из самых популярных кроссоверов бренда. И да, напомним, еще в 2024 году его официально признали самым безопасным кроссовером Китая. Уже звучит серьезно. Но вот что интересно, с момента запуска в 2023 году продано более 280 тысяч автомобилей. Цифра сильная, только вот рынок за это время не стоял на месте. Появились такие игроки, как Zeekr 9X, NIO ES9 и обновленный Nissan L9 Levis. И каждый из них начал поднимать планку по технологиям, роскоши и производительности. И вот тут логичный вопрос. Достаточно ли было просто обновления, или бренд реально пришлось переосмыслить M9? Судя по всему, второе. Потому что они выпускают не просто рестайлинг, а фактически, как говорит сама компания, новую серию M9. Кроссовер стал выглядеть еще более премиально. Внутри еще больше акцента на комфорт и дорогие материалы, плюс добавили технологий и безопасности. При этом философия осталась прежней. Хочешь гибрид? Пожалуйста, нужен полностью электрический вариант. Тоже есть выбор, и, что важно, увеличили дальнобойность обоих вариантов. Предзаказы стартовали 22 апреля, и стартовая цена около $73 тысяч. Да, это примерно на 4,5 тысяч дороже, чем раньше. Но если вы следите за китайским рынком, вы понимаете, финальный ценник почти всегда становится чуть приятнее. И отдельно, для тех, кому обычного флагмана мало, появится версия Ultimate. Больше кузов, дороже материалы, еще больше акцента на роскошь и, естественно, цена выше, предварительная около $98 тысяч. И вот здесь уже становится интересно. Это все еще китайский кроссовер? Или уже полноценный конкурент премиум брендам? С первого взгляда, ну честно, скажите, вы бы заметили разницу? Кажется, что все осталось как было. Тот же силуэт, те же пропорции. Но вот здесь как раз тот случай, когда смотри внимательнее. Потому что дьявол, как обычно, прячется в деталях. Подходя ближе, и уже начинаешь замечать нюансы. Спереди непрерывная светодиодная полоса разрезает фары как бы на две части. И вроде мелочь. Но визуально передняя часть стала выглядеть дороже и технологичнее. Плюс прокачали саму светотехнику. И это не просто чуть ярче стало, а реально новый уровень. Появилась цветная проекция и добавили эффекты. Ниже новый воздухозаборник. Обратите внимание на сетку. Она теперь с хромом, выглядит дороже. В ней аккуратно встроена камера. По бокам тоже есть, за что зацепиться. Вместо выдвижных ручек полускрытые с подсветкой. И важный момент – их можно открыть, даже если питание отключено. Плюс добавили трендовые ретро-диски с гальваническим покрытием и плавающими колпаками. В Китае сейчас такое любят. Сзади все спокойнее. Изменения точечные, но логичные. Такая же непрерывная светодиодная полоса, что и спереди, теперь проходит через фонари. Получается такая визуальная связка по всему кузову. Более роскошная версия получит шильдик Ultimate на задней стойке кузова, плюс добавит подсвечиваемый логотип, который эффектно смотрится вечером. Но одной из самых интересных деталей – это, конечно, технология. Внутри системы управления теперь целый набор сенсоров, 6 лидаров, включая фронтальные от Huawei на 896 линий, боковые и твердотельные радары. Всего по кузову 40 датчиков и камер, включая дополнительные в задних стеклах, все это заметно сокращает слепые зоны. По заявлению производителя, вся эта начинка подводит машину к 3-му и даже 4-му уровню автономности, то есть участие водителя в управлении сводится к минимуму. Ну и напоследок цвета. Палитру обновили, добавили новые варианты, и, как и раньше, можно взять двухцветный кузов. Для тех, кто хочет чуть больше индивидуальности, нормальный бонус.
М9 2026 года немного подрос в размерах. Плюс 55 мм в длину, 27 в ширину, 45 в высоту и еще 15 мм в колесной базе. Итоговые размеры 5285 мм в длину, 2026 в ширину и 1845 в высоту, а колесная база составляет 3125 мм. Версия М9 Ultimate еще крупнее, уже 5402 мм длины и 3236 колесной базы. Здесь полностью активная подвеска с двухкамерными пневмобаллонами, клиренс регулируется до 100 мм. Есть заднее подруливание, плюс-минус 8 градусов, благодаря чему такой крупный автомобиль способен разворачиваться с радиусом чуть больше 5 метров. А самое интересное, амортизаторы CDC работают в связке с системой фронтального обзора под управлением Harmony OS. Система смотрит на дорогу заранее, распознает ямы и неровности и подстраивает подвеску еще до наезда. Открываем двери, и здесь уже можно выбрать способ – жестом, кнопкой или привычно, механически, правда только внутри, снаружи, как мы говорили ранее, есть аварийный вариант. Внутри М9 сразу ощущается обновленный подход к салону, больше акцента на премиальность и детали. Версии будут на 4, 5 или 6 мест, так что конфигурацию можно подобрать под конкретные задачи. Первое, что притягивает взгляд, это экраны. Здесь сохранена фирменная тройная схема, 12,3 дюйма приборная панель и два по 17 и 2-дюймовых экрана, объединенных в один блок, один в центре и еще один для переднего пассажира. Но теперь рамки стали тоньше, а картинка четче. Управление, как и положено флагману, во многом голосовое. Большая часть функций доступна без кнопок, просто командами. Плюс интересная вещь – динамическая подсветка в салоне. Вечером она подсвечивает именно те зоны, которые вам нужны в конкретный момент. Есть и небольшая фишка – смарт-часы в центре панели. Через них можно менять стиль интерфейса и выводить данные вроде высоты или направления движения. По материалам все стало богаче. Замша на потолке, дерево, алюминий, а регулировки сидений перенесли на двери. Сами кресла, полный комфорт-пакет, обогрев, вентиляция, массаж и почти горизонтальное положение. А если перейти назад, там вообще отдельный сценарий. Выдвижной 32-дюймовый экран с проектором превращает задний ряд в мини-кинотеатр. Плюс аудиосистема Huawei Sound, 43 динамика, мощность 2920 Вт и низкие частоты до 40 Гц. Звук здесь уже не просто отличный, он физически ощущается. Давайте разберемся с силовой установкой обновленного М9. Что здесь реально изменилось? У модели по-прежнему два варианта. Версия с увеличенным запасом хода и полностью электрическая. Начнем с последовательно гибридной. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор на 160 сил. Он работает не как главный герой, а скорее как генератор энергии. Основную работу делают электромоторы. Спереди 295, сзади 371 лошадиная сила, в сумме 676. И вот здесь уже интересно. Если сравнивать с предыдущей версией 2025 года, где было 496, разница почти плюс 180 сил. Прирост ощутимый. Теперь по батарее было 52 кВт-часа, стало 60 или 75 кВт-часа, в зависимости от версии, и это напрямую влияет на запас хода на электротяге. Примерно 250 или 335 км по циклу WLTP. А вот в реальной эксплуатации важный момент. При разряженной батарее расход заявлен около 6,9 литров на 100 км. А суммарный запас хода примерно 1474 км. Стоит отметить важный момент. По предварительным прогнозам, версия М9 Ultimate получит гибридную установку с 2-литровым турбированным генератором и сразу 3 электродвигателями. Звучит серьезно, но есть нюанс. Точные характеристики мощности пока не раскрыты. Скорее всего, вся полная информация появится уже совсем скоро, на пекинском автосалоне, который откроется буквально завтра. Теперь полностью электрическая версия.
Тут конфигурация моторов точно такая же, как и у гибрида. Батарея уже серьезнее – 120 кВт-часа вместо 100 киловаттной. Запас хода увеличивается примерно до 750 км по китайскому циклу. Раньше было около 630 км. Обе версии обещают разгон до 100 км в час, примерно за 3,5 секунды. Максимальная скорость до 220 км в час против 200 у текущей модели. И отдельно зарядка. Тут тоже сделали шаг вперед. До 300 км пробега можно получить примерно за 10 минут, а с 10 до 80% заряд идет около 25 минут у электрической версии. И если собрать все вместе, получается интересная картина. Аита М9 2026 года вроде бы остался узнаваемым. Тот же крупный флагманский кроссовер, но по факту его серьезно пересобрали под новые правила игры. Больше мощности, больше технологий, больше внимания к деталям. При этом главный вопрос остается не в цифрах и не в характеристиках, а в восприятии. Он все еще ощущается как очень продвинутый китайский кроссовер или уже как полноценный премиум, с которым реально приходится считаться. Потому что рынок явно сдвинулся, и М9 теперь уже не просто про комфорт и статус, а про то, чтобы удержаться в игре, где каждый следующий игрок играет агрессивнее предыдущего. Спасибо, что провели это время с нами и остались до самой последней секунды. Значит, настоящая страсть к автомобилям у нас общая. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео, дальше еще интереснее. Пусть ваши колеса всегда крутятся легко, а бензин никогда не кончается в самый неожиданный момент. До новых встреч в наших видео на канале и безопасных километров на дорогах.